стабильно, каждый день какие-то приставания. Он начал меня раздевать, трогать. Он меня с легкостью поднял, повалил на кровать, стянул штаны. Если это анальный или оральный секс, это насильственные действия сексуального характера. Как быть и что делать, как вообще с этим жить теперь. Мы продолжаем говорить о теме насилия над детьми в семьях. И в прошлый раз мы говорили о эмоциональном и физическом насилии. Если вы не видели этот выпуск, обязательно посмотрите, это очень важно. К детям относятся как к домашнему скоту. Ребенком ты весь съеживался, вот так, чтобы не последовал удар. В этот раз мы будем говорить о насилии сексуализированном. Сложно подобрать верные слова, потому что говорить и тем более представлять это очень страшно. Но эта проблема существует, и, к сожалению, масштабы ее поражают. Мы пообщались с теми, кто пережил опыт сексуализированного насилия со стороны самых близких людей в раннем возрасте. А еще поговорили с экспертами, юристами и психологами. Важно понимать, что вы не одни. Помощь рядом. Спасибо большое, что вы пришли, согласились поучаствовать в этом нелегком выпуске. Расскажите, пожалуйста, о себе, сколько вам лет, откуда вы приехали, чем сейчас занимаетесь? Меня зовут Варя, мне 17 лет. Сейчас я учусь на педагога по музыке, попутно обучилась на личного бизнес-ассистента онлайн. Стригу людей, то есть я парикмахер еще. Руслан? Меня зовут Руслан, мне 24 года. Работаю в Ситилинке, сам из Нижнего Новгорода. Переехал в Нижний Новгород летом. Сам родился в Сосновом Бору Ленинградской области, это под Питером. Там всю свою жизнь и детство, то есть там родился, прожил. Сюда переехал, к девушке и плюс еще работать. То есть, то есть ты переехал в Нижний именно из-за Вари? Да, в основном из-за нее. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте сексуализированного насилия в детстве. И кто был автором насилия в ваших случаях? Я думаю, стоит начать с самого начала. Мне прям ярко запомнился этот момент. В общем, все это начал отчим. Где-то мы прожили в одной квартире. Я переехала к маме с отчимом, как раз они сделали ремонт, все вроде хорошо. И потом, спустя где-то год, мы поехали к родственникам на дачу и хотели ехать на речку в машине в одной. И мне пришлось сесть к отчиму на колени. И он, лапнул меня за грудь и как-то посмеялся, что-то при этом такое сказал, да, едем. Когда я это припоминала, даже во всяких ссорах, мне говорили, да ладно, этого не было. И он вообще часто отрицал то, что он делает. И продолжалось все это с 12 до 15 лет. То есть 3 года стабильно, каждый день какие-то приставания, очень странные ситуации. Какие, например? Помню, приехали к нам в дачный дом вместе с ним. То есть вдвоем мама должна была приехать на следующий день. И уже ночь. Он меня зовет к себе. Тебе пора посмотреть на мужское тело. Открыл на телефоне фотографии мужские. Может быть, это порно-актеры были. И начал мне показывать, листать. Я посмеялась, ушла. Но потом я сижу, думаю, боже, что мне делать? Я очень долгое время немного так оправдывала, что он выпивает только в таком состоянии. Обычно он адекватный. Расскажи, пожалуйста, свою историю, что с тобой случилось? Началось это все, когда мне было 4 года. Я приезжала к бабушке в деревню на лето. И так повторялось каждый год. И в период с 4 до 7 лет я подвергалась сексуализированному насилию со стороны мужа сестры моей бабушки. То есть там жила моя бабушка, ее сестры и братья, и у одной из сестер был муж, которого я считала своим, дедушкой, будем так его называть. И они жили в соседнем от нас доме, и он был автором насилия. Он был человеком, которому я доверяла, и я помню, как он первый раз взял меня за руку, увел в дом, закрыл с собой в какой-то маленькой комнате с окном, начал меня раздевать, трогать. Мне казалось, что это игра. Первый момент я думала, что сейчас он мне объяснит, в чем суть игры, я все пойму.
и все будет хорошо. Но он ничего не объяснял. Ты сказала, что ты не можешь сказать количество эпизодов сексуализированного насилия, но хотя бы приблизительно, потому что ты сейчас говоришь раз за разом, то есть это не 2, не 3, их было... Нет, это не 2 и не 3, но я не могу сказать точно, сколько это было, 30, 60. Мне сложно сказать, потому что это 3 лета, то есть, грубо говоря, это вот я приезжала, и к концу лета там это заканчивалось. Это я знаю, что я вытеснила очень многое из памяти, и даже те кусочки, которые я помню, это, скорее всего, только кусочки. То есть, скорее всего, там намного больше чего происходило, я просто этого не помню. Ужасный вопрос, но какого рода именно сексуализированные действия были совершены из того, что помнишь? Или если не хочешь говорить, не говори. Это не было половым актом с проникновением, но он заставлял меня делать ему минет, он проникал в меня пальцами, ну, вот такие вещи он делал. Мое детство в целом можно поделить на 2 этапа. Это до того, как этот человек появился в нашей жизни, в нашей семье, и после. А когда он появился, это твой отчим был, да? Мне было около 7 или 8 лет. Это была начальная школа, там 3-й, 2-й класс. Вот. И он как-то очень быстро начал жить с нами, переехал. Вот. И начал устанавливать какие-то свои порядки в доме. Расскажи, пожалуйста, когда ты поняла, что что-то не так? Мне было лет 9, 10, может быть, 11. Ну, то есть я сейчас не помню именно сколько. Примерно в этом возрасте это началось по нарастающей. Сначала это какие-то там поглаживания, потом дальше. Что что-то не так, меня, наверное, уже ближе к подростковому возрасту как-то более-менее проняло, потому что, ну, даже когда я была маленькая, там вот эти 10 лет, я, конечно, понимаю, что, наверное, это ненормально, то, что сейчас происходит. Но, с другой стороны, у меня же было какое-то базовое доверие к этому человеку. Можешь, пожалуйста, проговорить, что конкретно делал отчим в отношении тебя, какого рода это были действия? Это были половые акты, это был вагинальный половой акт, анальный, оральный секс. Ну, то есть это были разные формы, разных видов, по-разному, по продолжительности времени. Ну, то есть за много лет происходило очень много всего. Вот, с какой-то разной периодичностью. Расскажите мне, пожалуйста, почему в самом начале, когда мы начали вообще разбираться с вопросом сексуализированного насилия, вы используете термин, и вообще вот с кем бы я ни разговаривал, просят использовать термин «сексуализированное насилие» вместо привычного нам всем сексуального насилия. Очень часто, когда люди используют словосочетание «сексуальное насилие», вот это сексуальное, оно привносит ненужную, в общем-то, коннотацию, связанного с сексом, с удовольствием, с чем-то хорошим. Хотелось бы вообще-то, и задача, когда мы говорим о такой проблеме, показать, подчеркнуть, что вообще-то речь идет о насилии. Какая еще терминология есть в данной тематике? Потому что, например, также, когда я начал разбираться в этом вопросе, меня попросили избегать слова «жертва насилия» и вообще это словосочетание забыть. Вот расскажите еще о терминах. Слово «жертва», почему мы тоже его избегаем и предлагаем всех последовать нашему примеру, оно, к сожалению, обладает довольно часто ненужными коннотациями. Это, конечно, некорректно. Многие люди используют его как личностную характеристику, что якобы кто-то ведет себя как жертва и тем самым провоцирует насилие. И чтобы избежать вот этих вот разночтений, чтобы избежать ненужных смыслов, мы избегаем этого слова и говорим «пострадавшие», потому что действительно им был причинен ущерб. Они пострадали в процессе этого. Или пережившие. Я сразу не поняла. То есть вообще психика у детей, я считаю, что вот в 12 лет я была ребенком. И психика у детей работает так, что если что-то делать постоянно и с раннего возраста, это будет казаться нормой. То есть я подумала, ладно. Я не обратила внимания. Только спустя время, когда это участилось, стало регулярным, вот просто систематически каждый день там моешь посуду, он подходит сзади тебя, вот как-то обнимает, начинает щупать.
Потом просыпается гнев. Он внешне меня задевал, то есть там, корова, что-то еще, как-то насмешки какие-то постоянные. Подскажи, пожалуйста, роль мамы в этом во всем, потому что она видела, например, физическое или эмоциональное насилие в твой адрес и никак не заступалась за тебя. Знала ли она о сексуализированном насилии, которое происходило в семье? Нет, она не знала. Вот все эти годы, вот пока вот год с небольшим назад я не рассказала ей об этом. Вот до последних, наверное, вот моментов, вот год-два назад, я только тогда почувствовала какую-то близость с мамой и возможность ей, ну, как-то доверительно о чем-то рассказывать. Вот. А на протяжении всех же прошлых лет, ну, у нас не было таких отношений с мамой, и отчасти благодаря вот этому человеку, потому что он целенаправленно все эти годы старался нас разладить. Началось же все не сразу, вот он сегодня пришел, а завтра насилие. Ну, то есть, понятно, если бы все вот так вот оп-оп, и я такая, мам, вот, нет, она все, ну, плавно и постепенно как-то нарастала. Сегодня ты вернулась с прогулки позже обычного, давай мы ее накажем. Вот, и мама такая, ну, в целом, да, как бы идея здравая, ребенок нарушил правила, нужно ему его, ну, как-то вот наказать. Вот. Потом вот ребенок не вынес мусор, давай мы его накажем, побьем. И как бы идея-то одна и та же, просто она, ну, немножко так уже пошире. Вот. И как бы мама такая, ну, в целом, ну, как бы до этого эта схема работала, ну, как бы логично, если она будет работать сейчас. Иначе, вот если следовать какой-то его логике, то она сядет на шею, она будет разгильдяйкой, она не будет нас слушаться, и вообще все как бы... Вот, поэтому, мне кажется, вот в какие-то вот такие моменты мое доверие к маме как раз-таки и пропало. То есть мама считает, что это ты провокатор, а не человек, ведет себя неадекватно и домогаясь. А что, чего она ждет? Пока не будет перейдена эта граница? Наверное, да. Ну, очень много разговоров по этому поводу было. То есть одно время я терпела, я просто это хавала. Внутри копилось, а потом уже пошла агрессия от меня как раз. Типа, почему? Почему вы так со мной делаете? Почему ты думаешь, что я его провоцирую? Он взрослый человек, ты с ним живешь, ты с ним спишь. И, ну, как ты можешь после этого вот так? И то она говорила, что, ну, не трахнул же. То есть, ну, не трахнул же. Я просто даже не знаю, как это комментировать. Я в очередной раз хочу порекомендовать вам сервис онлайн-терапии «Ясно». Во-первых, я до сих пор получаю благодарности от вас за рекомендацию этого сервиса в нелегкие моменты вашей жизни. Там профессионалы, и они помогают. Во-вторых, ребята из «Ясно» всегда поддерживают мои важные социальные проекты. Им не все равно, и это тоже много о чем говорит. Если сейчас вы столкнулись с какой-то из проблем, вам кажется, что вы несчастливы, не можете самостоятельно справиться со стрессом, то обязательно пообщайтесь со специалистом. Я сам регулярно, не реже, чем раз в 2 недели, общаюсь со своим психотерапевтом, и это сильно поменяло качество моей жизни. Мне стало понятно, почему меня триггерят какие-то вопросы, я стал более позитивен и стрессоустойчив, и в этом, безусловно, есть заслуга моего терапевта, ну а также нашей с ней совместной работы. На сайте сервиса онлайн-терапии «Ясно» можно подобрать психолога автоматически с учетом того, что именно вас беспокоит. Дату и время сессии вы выбираете сами. Но если вам важно, чтобы терапевта для вас подобрали, то там же можно обратиться в службу поддержки «Ясно», где работают только люди с психологическим образованием. Сессия с любым специалистом стоит 2850 рублей, а по промокоду ПетяПро при регистрации первая консультация будет на 20% дешевле. Очень хотелось нам узнать о статистику, как часто вообще сексуализированное насилие с детьми происходит в семьях. Преступления на сексуальной почве, они вообще, как вы знаете, конечно, носят латентный характер в силу, прежде всего, того, что доказать преступление проще всего, когда есть физические следы. А такого рода преступления часто не оставляют физических следов. И это первое. А второе — свидетели. Где-то только 10%, ну, если грубо округляя, пострадавших обращаются в правоохранительные органы для того, чтобы написать заявление. У многих эти заявления не принимаются, не фиксируются. И до суда, где-то до приговора реального, доходит только 1%. Качественных данных статистических по России
сколько, в каких формах, какие именно люди сталкиваются с сексуализированным насилием, никто вам не даст. Такую статистику никто не ведет. По нашим, например, данным, из тех людей, которые обращаются к нам, в 38% случаев речь идет о пострадавших несовершеннолетних. Это довольно много на самом деле. Сами дети к нам, конечно, не обращаются, совсем маленькие. Как правило, это либо подростки, либо достаточно часто это кто-то из значимых взрослых, кто подозревает или узнал о том, что происходит что-то нехорошее. И мне кажется, самая распространенная большая группа, кто обращается и говорит вслух о том, что произошло насилие против несовершеннолетнего, это на самом деле взрослые, которые говорят о своем опыте. Я пытаюсь разобраться в мотивации агрессоров в сексуализированном насилии и всех спрашиваю, как так вообще может произойти. Знаешь, мне очень нравится статья такого британского психотерапевта Ричи Сноудена. Он вел группы для людей, осужденных за сексуальные преступления в отношении детей. И он в ней рассказывает, что он ожидал, что это будут какие-то маргиналы, маньяки, страшные люди. И он увидел перед собой обычных мужчин, которые росли так же, как он. Он там говорит, мне нравится эта формулировка, нас в детстве учили одному и тому же, просто мы по-разному использовали эти уроки. И мне кажется, это во многом завязано на том, что называется гендерной социализацией, и на том, как воспитывают мужчин, что у мужчин есть право на агрессию, да, что секс — это единственный способ получить близость, что женщины обязаны их сексуально обслуживать. И это легко переносится на детей, потому что дети еще более уязвимы обычно в отношениях, чем женщины. И в этом смысле ребенок, к сожалению, мне грустно это говорить, но это часто доступная жертва, потому что он часто живет с агрессором, и у него нет никаких ресурсов или способов сопротивляться взрослому человеку. Некоторые таким образом вымещают свою агрессию. Например, иногда это даже бывает как месть взрослой партнерши. Условно, ты со мной спать не хочешь, тогда вот я буду делать вот это. Так тоже, к сожалению, бывает. В некоторых случаях это люди, у которых не развиты социальные навыки, и они эмоционально не взрослые, и не имеют возможности выстраивать отношения какие-то близкие со взрослым человеком. И даже бывает так, что они могут себя чувствовать скорее на одном уровне с ребенком. То есть тут тоже каждый случай индивидуален, но вот если так попробовать условно какие-то категории описать, то они, наверное, такие. А ты можешь мне его описать, пожалуйста? Мне интересно, каким образом ты его опишешь, этого человека? Не знаю, не скажу, что это сложно, но почему-то внутри меня вот такая позиция, типа вот человек со стороны, как его мог бы воспринимать, и вот человек, который с ним жил. Вот. То есть для меня он просто мудила, который хорошенько поднасрал мне в жизни, и сейчас я в своей жизни стараюсь избегать, в принципе, даже просто похожих. Китька. Просто похожих как-то визуально людей, вот, похожих мужчин. Я избегаю, в принципе, там, если я слышу какой-то похожий голос или похожие интонации, или похожие формулировки фраз, я такая, ой-ой, все, кажется, я ухожу. Вот. А если, смотреть на этого человека глазами со стороны, как смотрели на него другие люди, коллеги, там, знакомые, друзья семьи, то это обычный мужик. Вот. Он мог и пошутить, он мог сделать доброе дело, помочь, причем мог помочь и бескорыстно, вот. Мог поддержать, мог не поддержать. А подскажи, каких таких? Ты просто несколько раз сказала, что я избегаю таких людей, вот каких таких? Которые мыслят немножко так, с эзотерической позиции. И я вижу, что слышу в словах человека что-то очень похожее к той идеологии, которой придерживался он. Похожих на него, там, высоких, с длинными волосами. Можем ли мы составить плюс-минус какой-то портрет обобщенный насильника? Потому что, разговаривая с девушками, например, которые пережили насилие, я понял, что это всегда очень обычные люди, социально активные, не знаю, общающиеся со всеми, у которых абсолютно обычные, там, какие-то иногда даже интересные профессии, увлечения и так далее. Я часто присутствую на следственных действиях в отношении пострадавших детей, и
вижу и к тому же и преступников, ну, тех людей, которых подозревают в совершении преступления, и слышу, как люди, в том числе свидетели, знакомые этих людей, характеризуют этих злодеев, так скажем. И это всегда, ну, очень часто милейшие люди с другими людьми. Это точно не зависит от уровня образования. Это не зависит от степени пристрастия к спиртному, абсолютно да, точно. Это не зависит. Это могут быть самые разные люди. Любого возраста, не только молодые, могут быть те, кто и любой религии. Старше. Давайте это тоже скажем, потому что очень важно. много, я знаю, случаев ужасно верующих людей. Да, к сожалению, да, бывает и такое. То есть на самом деле любой какой-то вот их бэкграунд, и образовательный, и профессиональный, и религиозный, или мировоззренческий, на самом деле любой. Это может быть дядя, это может быть дедушка, это может быть старший брат или кузен, или кто-то такой. Иногда насилие происходит между сиблингами. То есть они еще несовершеннолетние оба. Просто один постарше, посильнее или там, как-то иначе относится к проблеме насилия и думает, что так можно делать, и таким образом может реализовывать какую-то свою, например, потребность контролировать что-то в жизни. Это была такая, довольно ровная, ничем не примечательная, очень обычная семья. То есть они были как бы социально нормальные ребята. У них был дом, огород, вот это вот все. Сейчас он умер он довольно давно. И я была у него на могиле какое-то время назад. Я приезжала со своими детьми в эту же деревню, потому что мне очень хотелось мою бабушку показать им, ее дом, показать им вообще, где я проводила время в детстве, чтобы они ее там увидели. И в какой-то момент я детей оставила, поехала на кладбище, потому что мне просто хотелось хотя бы на могилу к нему прийти и хотя бы там сказать ему, что я думаю обо всем, что происходило, и я себе это позволила. Ничего себе, это очень сильный поступок, и мне кажется, что ты все равно какую-то, цепочку разрушил. Руслан, расскажи о себе, что у тебя было, кто был автор насилия, в каком возрасте? Ребят, мне тяжело это слушать, то, что он рассказывает. Можно я из кадра выйду пока что? Да, хорошо. У вас с Варей очень близкие отношения, и тяжело было, да, все это слушать? Просто я изначально ей сказал, но не прям полностью. А совсем недавно, где-то, может, месяца 2-3 назад, то есть меня как-то триггернуло это прям очень сильно. И, в общем, я ей сказал, Варь, я тебе на самом деле врал все это время. Если ты готова услышать правду, связанную с моим отчимом, я тебе могу сказать. В общем, я начну издалека. До 4 лет меня воспитывала моя тетя и ее бабушка по маминой линии. Отец из-за того, что он долго переживал этот уход от матери, он пил все, что горит, и все, что не горит. Потом он как-то резко одумался, что что я творю, у меня же есть сын. Забрал меня тетя в мои 4 года, я у него прожил где-то до 6 лет, и потом мама сказала, дай-ка мне его на воспитание. В 6 лет мама про тебя вспомнила? И мама меня забирает к себе. Там я, естественно, начинаю жить. Там этот отчим. Вроде поначалу все было нормально до 9 лет. И история с отчимом такая же, как у Вари, он пил каждый день. Абсолютно каждый. То есть трезвым я его видел раза 2 за всю свою жизнь. Я возвращаюсь со школы. Только он, на удивление, менее пьяный был. Наверное, только начал. Я прохожу в свою комнату, он ничего не говорит, он лежит там на кресло-кровати, телек смотрит. Я прохожу в свою комнату, передо мной стоит шкаф, я достаю портфель, выгружаю учебники. Слышу, как дверь в мою комнату открывается. Он говорит, что делаешь? Я такой, портфель разбираю, уроки сейчас буду делать. Он такой, это правильно. Я такой, ага, таким со вздохом, как же ты мне надоел, зачем ты сюда зашел, я тебя не звал. И как-то он меня сзади ко мне подходит и за талию вот так вот. А я тебя люблю, как сына люблю. Я такой, ага. Он такой, когда тебе к папе? Я такой, завтра. Был четверг, отец меня в пятницу забирал. Он такой, понятно. В общем, начал меня по спине водить ладошкой. Такой, как на учебе дела? Он немножко наклоняется после того, как гладит по спине, гладит вот здесь за ляжки. Я такой отдергиваюсь, так сказать, можно даже сказать, что отпрыгиваю от него. И говорю, ты что делаешь? Мне это неприятно, мне не нравится.
Он такой, да ладно, типа, чё ты? Разворачивается и уходит. И так на протяжении 6 дней. То есть талия, ляжки, да ладно тебе, и уходит. Мне, то есть, это уже достало, я уже хотел матери говорить. То есть вот на 7-й день после вот всего этого я возвращаюсь. Ну, естественно, я снова там успел с отцом побыть на выходных, то есть очередной понедельник, я возвращаюсь. Он заходит ко мне, я думаю, что сейчас опять будет повторяться, я разворачиваюсь и говорю, ты понимаешь, что мама придет домой, я тебе все скажу, мне это достало. Типа, я тебе каждый раз говорю, не трогай меня, ты каждый раз повторяешь. И самое что интересно, что каждый раз, когда это происходило, он был менее пьяный. То есть он не был в говно, как это обычно. То есть для меня, даже как и сейчас, человек был немножко в осознанности. То есть он понимал, что он делает. То есть для него это становилось нормой просто? Да. И он был все более трезвее? Особенно, когда видит, что перед ним беззащитный ребенок, который ему, по сути, ничего не сможет сделать. То есть и для меня необычайно в этот день мама, как обычно, она возвращалась там после 5, где-то ближе к 6, возвращалась домой. Но она не возвращалась. То есть время на часах 19:30, она не возвращается. Время на часах 8, она не возвращается. И он, видимо, прочухал, что она, скорее всего, с вероятностью 80% не придет. Повторяется тот же самый процесс, талия, ляжка, но не повторяется «да ладно тебе» и не уходит. Я вот как только пытаюсь развернуться и ему сказать, да я сейчас все маме скажу, я сейчас реально с дома сбегу, я найду ее и скажу, то есть у меня было вот такое же слова вот такие построенные в предложении в голове, я не успеваю это сказать, он просто меня вот так вот толкает в этот шкаф, берет меня, с легкостью поднимает, он хоть и был худой, прям вот, не знаю, худее, чем я на тот момент даже. Вот. Но он меня с легкостью поднял, повалил на кровать, стянул штаны и на протяжении всей ночи произвел со мной 5 половых актов. Вот. Я в слезах, я в его, так сказать, семени, не внутри, а на мне. Он, короче, говорит, ты мой сын, я тебя люблю, но... Помню, что я тебе говорил тогда на кухне, когда мама ворвалась и приостановила меня, я тебя ненавижу, все еще. Поэтому быстро встал отсюда, собрал все постельное белье, закинул в стиралку и пошел мыться. Сутки, вот, то есть утро, день, вечер, пока мама не вернулась с работы, я тоже провел в страхе, но для меня было единственным спасением, что после этого с утра он нажрался как свинья и просто спал до того момента, пока мать не пришла. Мы очень долго искали героев для этого выпуска, пострадавших от сексуализированного насилия в детстве, не потому что их мало, бесконечное, к сожалению, количество этих людей, потому что они не готовы были говорить об этом публично. И те, кто согласились, это в основном девушки, которые максимально проработали всю эту ситуацию с психологами и нашли в себе силы рассказать об этом для того, чтобы помочь другим людям, за что мы им очень сильно благодарны. Почему принято считать, что люди, которые пережили сексуализированное насилие, гендерное, это в основном девушки? Так ли это? Ну, судя по всему, похоже, что их действительно больше. Это гендерно обусловленное насилие. Как правило, насильником выступает мужчина. Как правило, в большинстве случаев пострадавшей стороной будет девочка или девушка. Но, конечно, это не значит, что только так происходит. И мы говорили об этом раньше, когда говорили вообще насилие в отношении детей. Это тоже, эти факторы здесь имеют свое значение. Чтобы ребенок или подросток рассказал о пережитом насилии, нужно, чтобы сложилось сразу несколько факторов удачно для него. Чтобы он знал, владел какой-то лексикой для этого, чтобы рядом был какой-то взрослый, которому он может доверять, и чтобы был какой-то ресурс рассказать об этом. Если речь идет о мальчиках, которые пережили насилие, как правило, они сталкиваются с насилием от какого-то старшего мужчины, точно так же. И им тяжелее рассказать, потому что, как будто невозможно. Тоже вот эта вот фигура умолчания получается, что с мальчиками такого не бывает, ты не можешь об этом сказать, потому что так не бывает. Понятно, что это не так, и мужчины тоже сталкиваются с долгосрочными, в том числе, последствиями, и переживают это. И, к сожалению, это очень грустно, что они вынуждены переживать это в одиночестве, хотя поддержка имеет фундаментальное значение для того, чтобы восстановиться. Я маме говорю с утра на следующий день, то, что «мам, мне плохо, я не хочу идти в школу». На мое удивление, она сказала, ладно, хорошо, оставайся дома, хотя обычно она говорила, что ты притворяешься, иди.
Нет температуры, значит, все хорошо. Вот, там я оставила дома, и, как ни странно, очень с утра куда-то ушел, прям он пропал на 3 суток. Вот, и в этот день я понимаю, что его нету, я такой: мам, мне нужно с тобой поговорить. Я начинаю ей все это рассказывать. Она сидит просто, она вся бледная, абсолютно, она ревет, она в истерике, она такая: сыночек, все ли с тобой хорошо, как ты себя чувствуешь, пойдем к врачу, в больницу и так далее. Ну, естественно, никакой больницы мы не сходили. Вот. Хотя я говорил: да, пошли, потому что, мам, у меня там болит, я типа нормально не могу сходить в туалет, я не могу нормально сидеть, мне больно. Она такая: пойдем в больницу, пойдем в больницу. В итоге со всеми этими ее пойдем в больницу разговорами дотянулась до того, что в больницу-то уже поздно, в принципе, идти. Проходит 3 суток, он возвращается. Она с ним начинает говорить, типа: сын мне все рассказал, ты, типа, нахрен это сделал, как ты это мог? Потом в итоге она сказала, типа: Руслан, иди погуляй, мне нужно с отчимом прям поговорить. Она прям с таким злым лицом стояла, у нее прям взгляд вообще в никуда, вот сквозь меня абсолютно. Я такой послушно оделся, пошел гулять, бродил один, потом возвращаюсь домой, они сидят на кухне, пьют чай, мама меня зовет к себе и говорит: а что ты меня обманываешь? А типа ничего не было, он мне все рассказал на самом деле, что было. Он просто тебя отчитывал за 2, он просто тебя ремнем немножко отхлестал, да, там у тебя остались следы, потому что ты вырывался, что-то не врал. Я не стал ничего в ответ не говорить, я даже не проронил ни единой слезинки, я просто в голове для себя понял, что типа матери для меня теперь нет. У нас в Уголовном кодексе есть отдельная глава, посвященная преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности. Там всего лишь 5 статей. Часть из них относится только к несовершеннолетним, часть из них общего характера. Правовое регулирование все равно довольно сложное и запутанное. Вот, например, есть общая статья изнасилования, которая охватывает только те случаи, когда совершается половое сношение с применением насилия, угрозы применения насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Потерпевшей в данном случае выступает женщина. Только такие действия признаются изнасилованием. Если пострадавший меньше 12 лет, существует определенная неопровержимая презумпция. Неопровержимая значит, что закон так установил, и это только так, что дети до 12 лет находятся в беспомощном состоянии, то есть они не осознают происходящее и не могут сопротивляться действиям, которые совершает агрессор. Также есть у нас отдельная статья за совершение насильственных действий сексуального характера. Это так называемые действия, которые не являются традиционными, то есть я прошу прощения за мой юридический, как это говорят, прошу прощения за мой французский, не половое сношение в естественной форме, а мужеложество и лесбиянство. Вот такие понятия используются в статье. Или какие-либо иные действия. Это уже отдельная статья. Они могут вместе образовывать совокупность статей и тем самым ужесточая наказание. Если это анальный или оральный секс, это насильственные действия сексуального характера. Потерпевший может быть мужчина, женщина, тут пол не играет значения. Если вдруг произошли действия в естественной форме, но против мужчины, то есть проникновение полового члена во влагалище против воли мужчины, то это тоже насильственные действия сексуального характера. Естественно. Но с другой стороны, та же самая ситуация, когда потерпевшая женщина, это изнасилование. В смысле, насильственные действия изнасилования — это совершенно разные Это вещи. 2 разных статьи, они могут образовывать совокупность. Вот как раз это на самом деле не просто юридическая игра слов, это важно при написании заявления, потому что пострадавшие часто боятся сообщать о всех действиях, которые происходили, стесняются, их можно понять, они чувствуют себя уязвимо, они не хотят об этом говорить снова и снова. Однако полное описание происходящих действий позволяет правильно квалифицировать содеянное и как раз найти ту максимальную подходящую санкцию за совершенное деяние. А что касается отчима, думала ли ты решить эту ситуацию каким-то законным способом, обратиться в полицию, в правоохранительные органы? Да, конечно, об этом знала моя классная руководительница. Об этом все знали, у тебя Да. вокруг все знали, и никто ничего не делал. Ну, в органы, в общем, ты не писала. Да, ты в органы полицию нету, ты не потому подавала? что, Нету факта, как... Нету факта, нету людей, которые меня поддержат. Мама, скорее всего, его покроет. Вспомнила один разговор на кухне. Он тоже выпил очередной раз. Я помню, я Руслану голосовые записывала, то есть у меня кухня за стенкой была, чтобы у меня, как
доказательства какие-то были, что вот я тоже не схожу с ума, потому что вот мне говорят постоянно, что этого не было, я должна забыть, и вот, ну, может что-то не так. Ты уже начала сама себе сомневаться, да, и думать, не Да, придумала и, ли ты это наверное, все, да. не сделала ли ты из этого Да. измысла? Да, вот как раз точно ты сказал. Я начала записывать, это уже на автомате было. Я, кстати, заметила у многих детей, которые тоже чему-то такому подвергаются, вырабатывается вот эта вот привычка записывать. Так, вот этот разговор. Он спросил, о чем ты? Она отвечает, о том самом. То есть вот так вот. Видимо, они эту тему тоже поднимали между собой, ну, конечно. Вот. Он такой, ты ей веришь? Она такая, я знаю, что если она там куда-то пойдет, если я куда-то пойду, тебя посадят. Он такой, ты хочешь, чтобы меня посадили? Расскажи, пожалуйста, сейчас все на каком этапе? Я так понимаю, что твой отчим сейчас сидит, и вам удалось доказать факт насилия. Как ты на это решилась? Я не представляю, сколько сил нужно было тебе, чтобы начать это дело, довести его до конца. Решилась я на это не то чтобы сама, это скорее был такой пинок со стороны мамы, вот, потому что когда я ей рассказала о том, что, мам, вот такое было, первый там день-два она очень, ну, все это переживала, вот, и не знала, как быть и что делать, как вообще с этим жить теперь. А потом она мне просто сказала, иди в Следственный комитет и пиши на него заявление. Вот. И я как бы, ну, я подумаю. Вот, и я посидела, подумала и решила пойти. Расскажи, пожалуйста, ты пришла в полицию, написала заявление, как они его приняли, как они с тобой разговаривали, что ты испытывала и как быстро они завели дело? Кто тебе помогал в этом во всем? Здесь получилось на самом деле удачно, потому что я пошла не в полицию, я пошла сразу в Следственный комитет. Получилось, что да, заявление неохотно, но приняли, неохотно в силу вот этих ковидных ограничений, они пытались отправить меня там в электронную приемную и так далее, но в целом, ну, нужно было немножко настоять, чтобы следователь принял лично и принял это заявление. Мама в своем домашнем регионе также пошла в Следственный комитет и написала такое же заявление вот уже со своей стороны, что я узнала, что этот человек вот, делал вот такие вещи в отношении моего ребенка. Как только она написала свое заявление, я написала свое заявление. Мама также указала, что сейчас ее сын малолетний находится с этим человеком, они уехали за город. Вот, а следственная группа сразу поехала на задержание. Весь процесс расследования довольно затратный для пострадавшей. Я имею в виду сейчас не деньги, а ее внутренние ресурсы. Потому что правоохранительные органы сейчас не проходят какую-то специальную подготовку по работе с такими делами. И, например, даже для несовершеннолетних может назначаться очная ставка. Вот это пресловутое следственное действие, которое очень травмирует пострадавших, но, тем не менее, никакого роли большой в этих делах не играет. Потому что сама по себе очная ставка нацелена на устранение противоречий в показаниях обвиняемого и потерпевшей. Однако противоречия будут всегда, обвиняемый, естественно, пытается себя защитить, говоря, что ничего не происходило. И по факту мы лишний раз травмируем потерпевшую, а если это и ребенок, то это вообще ужасная ситуация, где приходится лицом к лицу столкнуться с этим человеком. А подскажи, пожалуйста, что стало основным доказательством того, что это все происходило? Потому что происходило это на протяжении многих лет, и когда ты уже подавал заявление в Следственный комитет, ну, я так понимаю, таких прям доказательств конкретных не было. Или это все не так сложно, как в моей голове, что это еще нужно доказать, что это безумно сложно, что это тяжело? Доказать сложно. Мне же на руку сыграло то, что когда мы поговорили с мамой, я рассказала маме, она очень это все эмоционально восприняла, очень тяжело, вот, и все равно меня не отпускала. Поэтому в моей голове созрел такой очень коварный план. Вот, я же воспитана вот таким человеком, который очень, ну, хороший манипулятор, вот, поэтому как бы я решила воспользоваться тем, что он мне дал по жизни не только плохим, но и хорошим. И я вынудила его позвонить мне и завела с ним открытый прямой разговор о сексуальном насилии, задавала ему прямые вопросы, чтобы вынудить его отвечать мне. И сама я записывала этот разговор, о чем он не знал. Он не отвечал прямо, но его ответы не подразумевали отрицание. Вот, как я потом узнала, он просто в тот момент был с Мишей, с моим братом, с маленьким ребенком, и поэтому он избегал каких-то вот прямых ответов. Но в целом эта запись этого телефонного разговора, она послужила вот таким
хорошим доказательством его виновности. Ты нашла какого-то специализированного юриста именно по этим вопросам у себя в городе? Или обратилась к какому-то фонду, или кто-то помогал? Да, ну то есть когда этот человек оказался уже, можно сказать, вот я подумала о том, что мне нужен адвокат, защитник, когда уже дело перешло в суд. Ну то есть когда уже следственные действия закончились и дело отправилось в суд. Да, я обращалась за помощью, и сейчас у меня есть защитник. А куда ты обратилась за помощью? Это консорциум женских неправительственных организаций. Вот, они ознакомились с делом, которое есть, и предоставили защитника. Это было тебе бесплатно, или ты платила деньги? И вообще вся процедура, это сколько тебе обошлась финансово? Мне это не обошлось финансово ни в сколько. Вот, а защитника предоставили за счет организации, вот, потому что у меня, к сожалению, не такая работа, что я могу себе позволить защитника. И поэтому, да, мне его предоставили. И также отчасти потому, что, дело уже в суде. А расскажи, пожалуйста, дальше ты каким-то образом пытался наказать отчима, не знаю, написать в полицию какое-то заявление в правоохранительные органы? Каким-то образом, чтобы ему все-таки все это сдалось как-то? Наказать я его никак не пытался, да и не хочу до сих пор. Типа, жизнь накажет. Она, в принципе, его и наказала. У него там отказала половина печени. Как бы он сейчас доживает свое последнее. Я с ним после всех этих ситуаций, после проработки уже, виделся с ним после армии. Когда меня сестра после армии позвала на дачу там, к бабушке. Бабушка — это его мать была, в общем. Для меня она была бабушка, потому что она была святой человек. Если бы она узнала, она бы его просто убила. Вот, ну, естественно, никому ничего не рассказывал. А ты не знал, что он там будет, когда ехал туда? Нет, я знал, что там все будут, а вот то, что он будет, я не знал. То есть, но когда я увидел, меня ничего не ёкнуло. Мне никакой агрессии, ничего. Я с ним нормально поздоровался. Вот, он, понятно, может быть, то ли забыл, то ли делал вид, что ничего не было. Такое вряд ли можно забыть, мне кажется. Я даже скажу больше. Я с ним опрокинул 3 рюмочки, как бы. И когда мне уже немножко в голову дало, я ему говорю: ты знаешь, что я все-таки забыл, но если я вспомню, тебе будет хуже. И он такой говорит, просто молча кивает, встает и уходит. Притом не то, что уходит, с дачи уезжает. Вот. Но в глазах, прежде он, то есть обернулся, я посмотрел, я увидел вот это, знаете, вот сожаление своего поступка, может быть, как мне показалось. Вот. Скорее всего, мне показалось, но он просто после вот этих моих слов молча кивнул, встал и уехал с дачи. Типа я понял, что его жизнь наказывает, скорее всего, за это. Не то, что, скорее всего, так оно и есть. И как бы я не хотел его ни убить, ни написать заяву. Я скажу даже больше, отец до сих пор об этом не знает. Я ему так за все это время не рассказал и не буду говорить, потому что я не хочу. Типа я знаю его если он посмотрит это видео? Навряд ли он посмотрит. Если мы говорим про сексуализированное насилие в детстве, мне кажется, самое такое важное, что происходит, это разрушение базового доверия к миру. Чаще всего насилие над детьми совершают их близкие, да, или в семье, или там друзья семьи, то есть те, кто должен обеспечивать безопасность ребенка. И получается, что эти же люди, они его безопасность нарушают. И человек вырастает с ощущением, что он в принципе не может быть в безопасности. И из этого проистекают самые разные проблемы. Например, трудно строить близкие отношения, да, там нет доверия к другому человеку. Часто много трудностей в сексуальной сфере. Чаще всего это либо такое чувство замороженности, вообще невозможности заниматься сексом, или там ощущение себя там отвратительной, грязной, такие вещи. Да, отношение к своему телу может меняться. Само тело кажется таким предательским, как будто бы оно там позволило этому совершиться. Еще чувство стыда и вины, да, потому что у ребенка обычно нет, у него нет опции обвинить взрослых в чем-то. Ребенок обвиняет себя. Ему кажется, что если со мной так поступают, значит я заслужил или заслужила, потому что я плохая, грязная, сломанная. И с этим чувством люди вырастают, и потом долго живут, и его прям такими большими усилиями приходится как-то выкорчевывать. По статистике в 7 раз выше вероятность совершения суицида или суицидальных попыток у тех, кто пережил в детстве сексуализированное насилие. Что у тебя по доверию к молодым людям? Как вообще это все эти ситуации сейчас сказываются на твоей жизни, в том числе, может быть, на сексуальной жизни, если она у тебя нет тогда? Я до сих пор нахожусь, на самом деле, в терапии. Вот. Основной мы проработали, но потом начали всплывать триггеры. То есть
Я совершенно не тактильная, как раз-таки вот из-за того, что было. Ибо я лежу там на кровати, он может пройти, положить мне там руку на ногу, а мне приходится терпеть. Если я как бы откину руку, начну кричать, да, про отчима, вот, придет мама, начнет орать на меня, начнет его защищать, и как бы я привыкла терпеть. А потом как-то, вот буквально недавно я осознала, что я просто терплю какие-то вот прикосновения, и вот из-за того прошлого меня триггерит, хотя я просто как-то, не знаю, внутренне чувствую, если я это проработаю, у меня, не будет такого. Я на самом деле там люблю обниматься, что-то еще. К каким последствиям это привело, вся эта ситуация? Слушай, это сложный вопрос, потому что моя жизнь очень целая для меня. Мне сложно вычленить последствия конкретно вот этого, и, например, сказать, что вот это привело к тому-то, а вот это привело к тому-то. Я сталкивалась с тем, что мне сложно людям доверять. Я сталкивалась с тем, что мне не очень безопасно рядом с мужчинами, особенно с мужчинами его возраста. Я сталкивалась с тем, что у меня нарушена связь с телом, и при любой непонятной ситуации я диссоциируюсь. Вот эта вот картинка с тем, что я вылетаю из собственного тела, она закрепилась как очень мощная защита. Благодаря чему, ты думаешь, это перестало происходить, то, что ты перестала вылетать из своего тела и диссоциировать себя с ним? Работа психологическая? Да, я довольно осознанно работала с этой темой, то есть у меня был и есть личный психотерапевт, я ходила на группу поддержки проекта «Тебе поверят», я читала много литературы, которую могла найти на эту тему, в основном она была не русскоязычная, естественно. Я сильно прям вникала в тему и старалась общаться с людьми, которые имели подобный опыт. С моей субъективной позиции я замечаю какие-то свои жизненные проявления, какие-то вещи внутри себя, которые, мне кажется, имеют место вот оттуда. То есть, возможно, это потому, что в моем детстве происходило вот такое. У меня есть подтвержденный психический диагноз, который установила судебная экспертиза. Вот, я была удивлена, но что есть, то есть. Что это за диагноз? Он звучит как стойкие изменения личности, не связанные с повреждением мозга. Как-то, чтобы это сильно влияло на мою жизнь, наверное, нет. Все-таки, очень здорово, что получилось выйти из всего этого вполне здоровым, нормальным, обычным человеком. Может быть, просто еще не было той ситуации, которая бы очень выступила таким сильным триггером. То, насколько травмирован ребенок, будет зависеть от большого количества причин, от самой характеристики ситуации, да, насколько она была тяжела, была ли угроза для жизни, сопровождалось ли это физическим насилием, эмоциональным насилием. Фактически всегда эмоциональным насилием, психологическим такой вид насилия сопровождается. Мог ли ребенок получить поддержку, да? Потом у кого-то, у профессионалов или у родственников. Затем от особенностей самого ребенка, насколько он раним, насколько он способен самостоятельно восстанавливаться, насколько он информирован вообще об этой проблеме. В период с 14 на 15, то есть переходящий возраст, грубо говоря, с дня рождения, вот как 15 стукнуло, у меня просто вот это все всплыло в голове, то есть я как-то забылся, я в школу ходил постоянно поникший, я отца игнорировал, я всех друзей послал на все 4 стороны, никто не понял, что со мной происходит, я стал ненавидеть женщин, каюсь, я бил одноклассниц, я их презирал, я их гнобил, обзывал и так далее. Я каждого похожего на отчима мальчика, мужчину, престарелого дяденьку обходил стороной, или появлялась агрессия взять камень и отпиздить левого человека, все потому что он на него похож. Но до этого, конечно, рук не доходило, слава богу. Вот. И в этом состоянии пребывал, я пытался покончить с собой, я пытался порезать себе вены, вот у меня даже шрам от осколка стекла, то есть я стекло в сухожилие воткнул, а потом резко повезли. И это было прям в школе. Когда я начал все это психологине рассказывать, она там прям, тоже в слезах все было. То есть она ради этого, когда вот я по телефону начал ей рассказывать, такая... Психологу? Да, она сама из Москвы, она до сих пор здесь. Вот. Ради того, что она такая, все, я тебя поняла, я тебя дальше не слушаю, жди. И через сутки она приезжает. И то есть 5 лет она рядом со мной, грубо говоря, всегда была. Вот. Я ее не знал, но я доверился. Вытащила тебя? Да, она... Вот я говорю, она где-то
3 года мы проблему с отчимом прорабатывали. То есть с 15 до 18. 3 года. Проработали. А потом проработали вот эту всю штуку с матерью связанную. То есть убрали вот этот негатив к женскому полу. Тогда скажи, что делать пострадавшему, куда ему обращаться в первую очередь после насилия? Ну, конечно, как мы уже говорили, нет идеального плана и зависит от ситуации. Пострадавшая, во-первых, ей необходимо обеспечить свою физическую безопасность. То есть если насилие совершается со стороны знакомого человека в закрытом пространстве, например, дома, со стороны родственника, родителя, то нужно постараться изолироваться от него, если есть такая возможность. Во-вторых, вызвать либо скорую помощь и полицию, и сразу сообщить, что произошло. Многие пострадавшие стесняются прямо говорить, что произошло изнасилование, они говорят, что, например, их избили. Но важно сразу дать понять, что произошло, чтобы полиция и скорая смогли сориентироваться. Они могут направить на освидетельствование в дальнейшем, что они обязаны сделать, чтобы они понимали, что это нужно сделать как можно скорее, иначе какие-то биологические следы могут быть утеряны. Пострадавшей самой необходимо в том числе заручиться поддержкой кого-то. Может быть, активистов, если волонтеров, есть организации, где можно обратиться за тем, чтобы предоставили, например, волонтеры, которые сходят в полицию вместе с пострадавшей. После того, как пострадавшая сообщила о преступлении или, например, родитель пострадавшей или пострадавшего сообщил об этом, необходимо позаботиться о сохранении вещественных доказательств. Если есть какие-то следы на одежде, или, то поместить их в картонную коробку или бумажный пакет, потому что в сериалах обычно показывают, как все вещдоки кладут в полиэтиленовые пакеты, но на самом деле там могут испортиться какие-то биологические следы, поэтому лучше их класть в картонные или бумажные материалы. И помимо этого, первое, что стремится сделать пострадавший, это смыть следы преступления, потому что, конечно, неприятно ходить с этим. Но на самом деле лучше сначала пройти медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать первичные следы, травмы, например. Даже если речь идет о детях и насилие, там нет явных следов, но тем не менее какие-то повреждения половых органов могут быть, микротрещины. Никто не написал заявление, никто не попытался его привлечь к уголовной ответственности. В общем, это было спущено и оставлено вот в этой точке на том, что окей, мы не будем просто с ними общаться. Когда я выросла, я пошла в психотерапию, много в этом всем ковырялась. Естественно, я была очень зла. Я пришла к маме и сказала, ребята, а что происходит? Почему так? Почему вы оставили это безнаказанно? А она сказала мне, что как же, вот это же наш член семьи. То есть мы не можем выносить ссор из избы. Вот это вот все, вот то, что обычно люди, пережившие, слышат от членов семьи, что это как бы внутри нас должно остаться. 7 лет вот после всей этой истории я помню, что мама меня потащила к гинекологу. То есть, видимо, она хотела убедиться, что у меня нет каких-то повреждений в области гениталий, но это выглядело чудовищно, потому что она привела меня к врачу, ничего мне не объясняя. Мне было ужасно страшно. Она зашла в кабинет со мной, и какое-то время они на пару меня разглядывали, а я просто вжалась вот в это гинекологическое кресло, и я не понимала ничего, что происходит. То есть у меня, взрослых, не было самой базовой информации о том, что случилось, почему случилось, и что на самом деле этого не должно было происходить. Вот эту важную штуку до меня никто не донес, что со мной все ок. Ему суд назначил 14 лет колонии, 1,5 из них — это строгий режим, и, соответственно, мы сейчас ждем результат апелляции, и уже потом его либо этапируют, либо он обжалует приговор, что маловероятно. И если можно говорить «довольно», то да, я довольна. Не боишься того, что он выйдет? Потому что нас, знаешь, могут и пораньше отпустить. Да, конечно, я боюсь, и сейчас я предпринимаю какие-то уже заранее действия, чтобы в момент, когда он освободится, моя жизнь была обустроена так, что я либо буду готова к тому, что он объявится с какими-то своими намерениями, либо чтобы у него не было возможности, знать, куда объявляться. Ну, а вообще есть возможность каких-то, давайте какой-то выход найдем, шелтеры есть какие-то? Да, можно обратиться в кризисные центры, которые существуют в регионах. Не во всех регионах, конечно, они есть, и иногда пострадавшим приходится ехать в более крупные города поблизости. Например, карта таких центров есть на сайте «Насилию нет».
Также на сайте консорциума есть список организаций, которые оказывают помощь. Можно обращаться к нам за юридической помощью. Мы предоставляем юридическую помощь не только для пострадавших от домашнего насилия, несмотря на то, что наш центр называется Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, но и по делам о сексуализированном насилии. Как ты думаешь, тебе получилось окончательно проработать эту травму и отойти от этого? Или это с тобой уже вот до конца твоих дней? Я не очень понимаю эту постановку вопроса, если честно. Что значит окончательно проработать? Это знаешь, как ой, удалось ли тебе подготовиться к смерти? Вот ты готовился и как бы приготовился. Я не понимаю, что значит до конца проработать травму. Да, это хреновый опыт, да, это там, неприятная крайняя история, которая со мной случилась, и ее не должно было быть. Но это больше не определяет меня как личность целиком. Моя жизнь гораздо шире, моя история гораздо больше, это ее часть. Я не могу переписать прошлое, не могу с этим ничего сделать. Я не считаю, что это опыт, который меня как-то... Ну вот я знаю, позицию часто транслируется, типа травма, это такое место для ресурса тоже, то есть она тебе там что-то дает. Вот я бы предпочла, чтобы этого со мной не происходило однозначно, как и ни с кем другим. Я не хотела бы получать что-то за счет опыта насилия. Мне кажется, что это нехорошая история. Но точно сейчас... это не влияет на мою жизнь так, что это ее каким-то образом определяет, или это стигматизирует меня, или сводит меня к травме. Что помогает тебе держаться на плаву сейчас в психологическом, эмоциональном плане? Ты работаешь с психологом? Сейчас мы приостановили встречи с психотерапевтом, потому что я почувствовала себя стабильно, мне нормально. Вот, я пока не чувствую какой-то необходимости. Это раз. Во-вторых, мне хочется побыть вот с собой. Вот, побыть дома, и для меня, в принципе, очень ресурсно находиться дома. И для меня самый лучший выходной – это дома. Скажите, пожалуйста, мне интересно ваше мнение. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы насилие в детстве было меньше? Я очень много информации сейчас смотрю, читаю про сексуальное просвещение детей. То есть где-то с 3 лет ребенку нужно говорить. Вот. Как правильно называются половые органы. Кому можно, кому нельзя. Что ребенок, учить его просто элементарно личным границам. Потому что, по крайней мере, вот у нас в России, это просто полностью нарушается у детей, то есть там поцелуй дядю, тетю, и вот с детства это идет, и как бы для людей это уже нормально. Вот как для меня было, что меня там потрогали где-то что-то, и я терпела. Руслан, есть что добавить? Да, конечно. Я хочу, чтобы у подростков, у более взрослых там людей, женщин, мужчин, мальчиков, девочек, неважно кого, насилие случается с каждым абсолютно, чтобы они не молчали, чтобы если что происходит даже хоть мало или намеки на это, они давали знать, либо в соответствующие органы, либо если это приемная семья, то в органы опеки и так далее. То есть чтобы не замалчивали и не велись, так сказать, на уловки вот этих вот недолюдей. Но это не приговор. Да, это тяжелая травма, но это не значит, что все, вот там человек сломанный навсегда и ничего не поделать. Многое можно поделать, но если есть мотивация. И если хороший психолог попался, тоже, конечно, это важно. Нужно ли как-то по-особенному себя вести с людьми, которые пережили такого рода травму? Например, в отношении партнера, что я узнал, что мой партнер пережил эту травму. Нужно ли мне как-то быть более бережливым, как относиться к таким людям и так далее? Мне кажется, это важно обсуждать с самим человеком. Например, если это мой романтический партнер, я могу спросить его, знает ли он, есть ли у него какие-то триггеры, на которые мне нужно обращать внимание. В сексуальной сфере это часто бывает, когда какая-то деталь, например, обстановки или запах алкоголя или что-то такое, они могут стриггерить флешбэк, да, и у человека начнутся воспоминания о том, что с ним в детстве происходило. Если человек это знает про себя, то мы просто так выстраиваем наше взаимодействие, чтобы эти триггеры не срабатывали. Я скажу со своей точки зрения как юриста скорее. Меня очень пугает существующая система преступлений, потому что вот то, что я пыталась объяснить простым человеческим языком, и то не до конца, на самом деле является каким-то несистемным хаосом, который как бы направлен на защиту пострадавших, повышая санкции. Но сама по себе эта схема не рабочая. Если выстроить действительно рабочую систему
преступлений, то есть сделать хорошее, качественное определение, что такое изнасилование, а не так, чтобы каждый пострадавший требовалось прям заключение писать, чтобы она понимала, какие действия относятся к изнасилованию, какие нет. Вот, а так, чтобы было понятно, например, что согласие — это все-таки то, что имеет значение, а не просто что-то аморфное. И на самом деле подготовка следователя — это тоже важный этап к эффективной работе с такими делами, потому что если пострадавший приходит за защитой, а встречается с обвинением, ну разве может быть это названо защитой в прямом смысле? Насилие происходит почему? Потому что есть какие-то люди, которые считают, что так можно поступать в отношении каких-то людей, с которыми можно так себя вести. Пользуясь их доверием, пользуясь тем, что никакой помощи нет, пользуясь молчаливым согласием общества. И в профилактике насилия огромную роль имеет сообщества разного уровня, семья, какие-то сообщества, связанные со школой или с какими-то, например, училищами, художественными кружками или студиями, или какими-то спортивными секциями. Это же тоже фактически сообщество существующее. И от того, а как там относятся к проблеме насилия, зависит, насколько безопасная будет обстановка для детей. Вы любите друг друга? Да. Да, я думаю, да. Есть ли в тебе любовь сейчас? Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, и мой опыт общения с людьми, которые эту травму пережили, разного характера, и я сам по себе тоже могу только субъективно судить. Ее нужно очень сильно искать иногда в себе. Вот я ее прям искал очень долгое время. То есть я не мог любить, не мог найти вообще эту любовь в себе по многим причинам. Мне кажется, что да, есть, и ее много, к счастью. Мне повезло, я окружена очень хорошими людьми сейчас. В твоей жизни есть сейчас любовь? В моей жизни буквально есть любовь. Моего партнера зовут Любовь. И у нас замечательные отношения, это очень здорово, это удивительно находиться в каких-то здоровых человеческих отношениях, это очень ценно и очень ресурсно. Кажется, самое страшное, что я осознал, пока мы снимали этот выпуск, это то, что нас, когда-то переживших насилие в детстве, это тяжелейший опыт, влияющий на всю дальнейшую жизнь, очень много. И важно говорить, что вот мы есть, мы пережили это, значит, и вы не одни обязательно справитесь. А еще важнее смыть этот ореол стыда, окружающий вопрос сексуализированного насилия. Говорить об этом не стыдно, а необходимо. Так мы защитим как можно больше людей. Фонды, которые могут помочь сейчас, если вы находитесь в непростой ситуации и вам нужна помощь, мы указали в описании под этим видео. Важно поддерживать друг друга. Берегите себя. Иди возьми нож и изрежем стену, где висят наши фото и наши портреты. Но ей будет больно, и у нее есть голос. Она закричит, будет звать кого-то на помощь. Но тебе плевать уже, это же просто стена. Видит холод в твоих глазах, и что-то тихо бормочет она. Иди возьми нож и изрежем стену, где висят наши фото и наши портреты.